Какая у нас тема? Ранункулюс из зефира. Добрый вечер, мои дорогие подписчики. Мы уже включили, у нас эфир. Ты написал? Добрый вечер всем. Давно меня не было в эфире. Я пока сяду. Подождем, пока присоединится больше людей. Добрый вечер, добрый вечер. Много моих девочек. Очень рада всех видеть. Я пока вот обрабатываю инструмент. У нас сегодня тема ранункулюс из зефира. Очень красивый цветок. Делается тоже очень просто. У многих он не получается, но его очень просто делать. Поэтому мы сегодня с вами будем делать вот такой красивый цветочек. Так, у нас тут, наверное, отсвечивает, да? Отсвечивает, наверное. Мы потом наклоним, если что. Далеко сильно, да? Потом покажем ближе. Когда с лампой работаем, от айфона вот такая подсветка какая-то идет непонятная. Пока все присоединяются, немножко расскажу, почему я давно не выходила в эфиры. Времени катастрофически не хватает. Из города в город. Сил уходит много. Девочки, кто у меня был на очных мастер-классах, знают, как у нас все это проходит, в каком темпе и сколько тратится сил. Поэтому, когда приезжаешь домой из какого-то города, уже тяжело думать о каком-то эфире и чего-то. Сейчас мы немножко отдохнули, и вот я решила сделать эфир. Очень рада, что ждали эфир. Сегодня мы будем делать на джеме, рецепт на джеме, самый простой. Кто-то, если хочет, может сделать домашний джем, это очень просто. Здравствуйте, кто присоединяется. Вот, мы будем делать по классике. Я люблю больше классику, чем заварную технологию. Поэтому все я обрабатываю спиртом. Добрый вечер, кто присоединяется. Я пока все обработаю, чтобы не тратить время. Я не знаю, как сейчас работает Инстаграм, да? Даст он нам. Добрый вечер, приятно видеть и слышать. Мне тоже приятно слышать, мои девочки. Тамерлан читает вопросы, Хорошо. читает комментарии. Добрый вечер. За кадром у меня Тамерлан, мой сын. Здравствуйте. Здравствуйте, он всем сказал. Многие с ним уже познакомились на очных мастер-классах. Он тоже с нами ездит. Иногда, да, Тамерлан? Иногда мы ездим всей семьей. А кто-то уже знаком со всей моей семьей. Девочки, кто были в некоторых городах, в Санкт-Петербурге, в Казани только что у нас прошел мастер-класс. Очень такой насыщенный. Было много, как всегда, сложностей, но мы все справились. У всех все получилось. Шикарные букеты, шикарные цветы. А вот сегодня добрый вечер, Катенька. Добрый вечер всем. Тамерлан читает. Да, на джеме я делаю зефир, получается отличный и вкусный. Спасибо, Инна, огромное за рецепт. Хорошо, что получается. Я очень рада. Очень рада, что все получается. Сегодня мы опять сделаем Тамерлану привет. Да, здравствуйте. Ольга, добрый вечер, Оля. Очень рада всех видеть. Я пока подготовлю, что нам нужно. Нам нужен кубик, гвоздик. Если их несколько, то несколько гвоздиков, несколько кубиков. У меня их много. Поэтому нам понадобятся весы,
хороший сотейник с толстым дном, печка, ну и какой-нибудь миксер. У меня миксер с подогревом, Kenwood Patissier. Вот. С ним намного удобнее работать с зефиром, потому что масса согревается, то есть она держится теплой дольше времени, чем в обычном миксере. Поэтому я работаю на этом миксере. Но можно делать и на обычном. Девочки у мои работают тоже с обычными миксерами. И с онлайн-курса, и с очных мастер-классов. Еще хочу напомнить, для тех, кто не может посетить очный мастер-класс, у меня есть онлайн-курсы. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, я тоже очень рада вас видеть. Вот. Кто не может посетить, может написать мне и приобрести онлайн-курс. У нас там все цветы, все виды цветов, они там у нас постепенно будут добавляться, поэтому пишите, все решим. Научный мастер-класс можно записаться, написав сообщение в личку моему организатору Юлии Пушкарь. Других у меня менеджеров нет, сразу говорю. Юлия Пушкарь отвечает на все вопросы по поводу мастер-классов очных. Инночка и мальчик, привет. Привет, привет, привет. Тамерлан тоже передает привет. Ну все, потихонечку люди собрались, еще подождем 1 минутку и начнем. Нам нужны белки. Я пока достану белки. Достану сразу. У меня белки всегда набитые. Желтки я использую для рецептов. На этой неделе не выставила рецепт, не успела. Здравствуйте, здравствуйте. Обязательно позже выставлю. Желтки. На желтках я делаю все, кроме зефира. Поэтому желтки у меня никогда не остается. Я все бисквиты, всю выпечку делаю на желтках. Вот. Получается очень нежно и вкусно, чем на целых яйцах. Уже это все проверила. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Запись постараемся сохранить. Я не знаю, как работает сейчас Инстаграм. Мы будем стараться. Если что, мы перезайдем и все, надеюсь, все сохраним. По крайней мере, мы можем это вытащить из архива, да, Тамерлан? Да. Тамерлан этим займется. По крайней мере. Все под контролем. Все под контролем, сын говорит. Поэтому будем работать. Ну что, думаю, начнем. Нам понадобятся насадки. Смотрите, можно делать ранункулюс одной насадкой, любой розой, лепестком розы. У меня 128 на выходе 2,5 сантиметра. Или же можно делать серединочку маленькой розочкой 127 или 125. А уже внешние лепесточки делать 128. Мы сейчас так и сделаем. Кто не хочет заморачиваться, можно делать одной. Все окей. Все хорошо, да, с Инстаграм? Ну и прекрасно. Я давно не выходила в эфир. Мы поменяли место жительства, поэтому не знаю, как все пройдет. Надеемся, что хорошо. Тогда начнем. Миксер я не буду здесь ставить, поставлю его там. Здесь я поставлю печь. Покажу, как варить сироп. До какой консистенции мы варим сироп. Наши ранункулюсы уберем. Будем делать новые. Так, я пока налью джем. Джем у меня перетертый. Перетертый через сито обязательно, если вы делаете цветы. Его пробивать не нужно. Я использую джем Рико. Тамерлан сейчас нам покажет, какой джем. Конечно. Для зефира он подходит очень хорошо. Его не нужно протирать блендером, пробивать, просто можно протереть через сито. Он не такой сладкий, как остальные джемы, но вы можете использовать, в принципе, любой джем, где содержится пектин. Или же сделать домашний джем, запектинить его, и будет вам, если у кого-то много ягод, будет у вас свой домашний джем. Так, нам понадобится 40 грамм
белка и 70 грамм джема. У меня весы в миксере, поэтому очень удобно. И 70 грамм джема. Если вы используете махеев джем, Тамерлан, то можно добавлять меньше джема на 20 грамм, потому что там очень большое количество пектина, а пектин съедает белок. Смотри, читай, пожалуйста. Я читаю, добрый вечер, пишешь. Вот и читай. Если что-то будет, скажи. Если есть какие-то вопросы, пишите. Тамерлан у нас сидит на стреме, все читает. Если что-то пропустит, можно написать еще раз. И я добавляю лимонную кислоту, буквально чуть-чуть, чтобы не был он слишком сладкий, постный, да? Поэтому добавим чуть-чуть лимонной кислоты. Если у вас ягода кислая, такая как черная смородина, джем, если вы сделали домашний джем, то лимонку добавлять не обязательно. Вот красная смородина и черная смородина, туда добавлять лимонку не обязательно. Вишню то же самое, там лимонки достаточно, поэтому он будет кисловатый. Рецепт: 40 грамм белка, 70 грамм джема, щепотка лимонной кислоты и 150 грамм сахара. Мы добавим 150 грамм. Вообще я работаю на 130 грамм сахара. Вот, но в рецепте буду писать 150. Для чего? Чем больше сахара в зефире, тем он медленнее застывает. Это для тех, кто еще пока не очень быстро работает с зефирной массой. Если вы не успеваете, вы можете добавить сахара. Агар я использую вот такой стоинг, китайский. Очень хорошо подходит для зефира, уже проверенный. Агара нам понадобится 5 грамм. Заливаем его холодной водой. Что? А что смотришь на меня? А воды сколько? Воды 130 грамм. Можете не спрашивать про рецепт, в конце эфира мы все напишем. Девочки, под эфиром будет рецепт. Ну, у меня рецепт есть на моей странице. Он уже давно в открытом доступе, поэтому кто-то уже с ним работал. Заливаем агар водой. Для чего? Мы проверяем наш агар. Включи мне печку, пожалуйста, Милан. Если ваш агар стал густым, ваша жидкость, да, вода с агаром, значит ваш агар хороший. Если он у вас остался жидкий-жидкий, как вода, значит вам нужно выкинуть ваш агар. Добрый вечер всем. Добрый вечер, кто присоединяется. Пока нагреваем агар, сахар нам нужен. Где сахар? Что там сложно? Сахар, и нам понадобится инвертный сироп или же мед. Только натуральный мед, без всяких добавок, не магазинный. Или же кто использует глюкозный сироп, можно использовать глюкозный сироп. Я им не пользуюсь, потому что глюкозный сироп притягивает влагу. Пока нет отопления, лучше использовать инвертный сироп или мед. Когда отопление будет, тогда уже можно смело использовать глюкозный сироп. Глюкозный сироп заменяет сахар. Он уменьшает сладость. Вы можете заменить какое-то количество сахара глюкозным сиропом, у вас будет зефир не такой сладкий. Инвертный сироп не заменяет сахар.
То есть он не уменьшает сладость, да? Сладость. Нежный сироп вы можете сварить самостоятельно. У меня на странице тоже есть рецепт. Это очень просто. Ваш зефир будет намного качественней. Сколько сахара? Сахара 150 грамм. Сейчас наш агар закипит. Станет гуще, тогда мы добавляем. Я всегда делаю, хоть я и знаю, что у меня с агаром все в порядке, я всегда сначала нагреваю, то есть даю нашему агару начать работать. Привет, привет, Лариса. Много знакомых лиц, много моих девочек, очень рада всех видеть. Даем агару закипеть. Тогда только добавляем сахар и имбирный сироп. Имбирного сиропа вы можете класть 40 грамм по рецепту, да, как идет по рецепту, или же 25-30 грамм, то есть чтобы там он присутствовал. Для чего нам нужен имбирный сироп? Он идет как консервант. Мед, имбирный сироп или же глюкозный сироп, чтобы ваш зефир не кристаллизовался, не засахаривался, да, не покрывался корочкой, чтобы он долгое время оставался мягкий и вкусный. Если Ну, надо сделать массу двойную, все компоненты умножать на 2. Вы можете сделать, конечно, двойную, но если только что на завитушке. Вы всю массу 80 грамм, во-первых, не отработаете, вы ее не выложите в один мешок. Смотрите, у нас стал такой белый кисель. Теперь мы насыпаем сахар. Если хотите, делайте, да, все умножаем на 2. И добавляем имбирный сироп. Имбирного сиропа можно добавлять 30-40 грамм, можно 25, если хотите сэкономить. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, альбумин для приготовления зефира можно использовать? Можно использовать, но я его не использую, я его не люблю. Я чувствую его в зефире. Он перебивает даже ягодный и фруктовый вкус. Поэтому, ну, многие работают, на нем проще, конечно, работать. Он как бы забирает влагу из пюре, да, если вы работаете на пюре, он забирает влагу. Что касается джема, то там влаги нет, поэтому я думаю, это нет необходимости. Ну, если кто-то просто хочет сэкономить на яйцах, да, им некуда сбивать желтки, то, пожалуйста. Я не работаю на альбумине, мне он не нравится. Так, у меня здесь и пассатижи, и все. Все, мы ставим взбивать наш белок с джемом на среднюю скорость. Здравствуйте, рада вас видеть. Эфир будет сохранен? Здравствуйте. Да, мы постараемся сохранить эфир. Даже если выскочит эфир, девочки, мы его вытащим из архива и заново перезайдем. Так что, если что, не теряемся, сразу собираемся. Ждем, пока наш сироп закипит, и варим его до тоненькой ниточки, девочки. Если у вас сироп падает кусками уже, или же сильно густой, вы переварили сироп. А если вы переварите сироп, то ваш зефир станет резиновый. В научных мастер-классах в основном девочки находят свои ошибки, все переваривают сироп, как многие говорят, не буду говорить это слово, оно мне раздражает, да? Варим именно до ниточки, до паутинки, как я ее называю еще. Инночка, очень рада тебя видеть. Угу. Здравствуй. А мне что-то тормознулся. Привет, привет. Привет, Галина. Рада всех видеть, моих девочек. Давно мы не были в эфире. И сейчас будем исправляться. У нас сейчас будет мастер-класс в Москве, очный 20-21 августа. Мест у нас уже нет.
давно, поэтому мы его не выставляем в пост. Вот. Следующие мастер-классы, девочки, кто спрашивал, начинаем мы с 15 сентября. Мы отдохнем немножко месяц, вот, и будем начинать с Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, потом у нас Челябинск, Воронеж также, и остальные города пока на 2 месяца у нас расписаны, потом чуть-чуть попозже мы выставим остальные города. Будет также новогодняя программа, вот, и много-много интересного. Поделитесь, пожалуйста, своими предпочтениями по поводу агара. Какой использовать рекомендуете и сами каким пользуетесь? Заранее спасибо за ответ. Смотрите, я пользуюсь вот этим агаром. Фирма Стоинг, его можно взять на Озоне. Он стоит недорого на Озоне, полкилограмма, по-моему, 1200. Или же Эльбекер, ну, сейчас дорогой. Поэтому, ну, он очень хороший, очень хорошо подходит для именно зефирных цветов. Да, эфир будет в записи. Эфир мы сохраним. У нас закипела масса. Тамерлан, чуть-чуть наклони немножечко, чтобы видно. Или ладно, пускай варится. Пускай оставь. Девочки, если кому-то мешают комментарии, их можно убрать. Мы убирать не будем, чтобы читать. Если у нас сироп приготовился раньше, чем взбилось пюре с белком, мы можем его просто оставить, а потом подогреть до кипения. Довести до кипения и уже можно вливать. Ничего страшного. Я сразу подготовлю. Я хочу покрасить серединочку зеленым цветом. Да, рецепт будет. Да, рецепт будет, девочки. Я хочу покрасить вот таким красителем болотный плюс оливковый. Это краситель Топ Декор. Как понять, что сироп готов? Я сейчас покажу, девочки, как понять, что сироп готов. Еще буквально несколько секунд, и наш сироп готов. Он готовится очень быстро, по времени сказать невозможно, потому что у каждого разная печка, у кого-то газовая, у кого-то электрическая, у кого-то индукционная, у кого-то обычная электрическая печь. Поэтому варим на температуре чуть-чуть выше среднего, чтобы он хорошо кипел, а не просто томился. Смотрите, сейчас будем смотреть наш сироп. Вот то, что я называю именно ниточками, да, вот, видите, это ниточки, все, ваш сироп готов, я думаю, видно, да? Мы его отставим и потом просто закипятим. То есть мы варим без градусника. Девочки, когда вы варите сироп для зефира, агар, чем гуще он становится, сироп, тем ваш градусник неправильно показывает. Он никогда не покажет нужную температуру. Если вам кто-то показывает, что зефир нужно варить по градуснику, ни в коем случае этого не делайте. Вы его обязательно переварите. Он должен быть не густой. Он должен быть вот такой жидкий, смотрите. Он не должен падать кусками. Он должен очень хорошо стекать с сотейника. Какой венчик классный, где покупали? Девочки, эти венчики были раньше в Икее. Сейчас Икея закрылась. Поэтому они есть также такие железные венчики продаются. Но мне вот эти нравятся, потому что они не портят посуду. Сотейник, кстати, тоже из Икеи. Очень хороший. Качество хорошее. Белок с джемом мы сбиваем до четкого рельефа от венчика. То
до такого плотного состояния. Никогда уже наш венчик, весь белок намотался на венчик, то есть вы уже перебьете ваш белок, а именно до четкого рельефа от венчика. И потом уже когда мы вольем сироп, взбиваем наш зефир до первых хлопков. Инга, привет! Рада всех видеть. Знакомые лица. Миксер на подогреве или нет? Да, у меня миксер на подогреве. С подогревом, конечно, взбивается масса быстрее. Она получается пышней, воздушней, и ее получается больше, чем вы будете взбивать на обычном планетарном миксере. У него, конечно, много очень преимуществ. Девочки, кто были на очном мастер-классе, видели, да, мы работаем на этом миксере. Привет, Инна. Привет, привет. Привет всем, кто присоединяется. Буквально еще чуть-чуть, и мы будем вливать сироп. Потом мы переставим камеру вот сюда на штатив, чтобы было все видно, поэтому, чтобы нам ничего не отсвечивало. Какая температура в миксере? Температура в миксере 60 градусов. Не больше 60 градусов должна быть температура. У меня взбивается на 8. У Cooking Chef там выставляется температура. У меня на миксере, у меня патиссьер, там идет до 9 делений. У нас взбивается он на 8. А если без подогрева получится? Конечно, получится. Я же не всю жизнь работала на таком миксере. Я практически год делала букеты на обычном планетарном миксере. Все возможно. Главное желание. Все, масса у нас сбилась, сироп я закипятила. Вливаем тоненькой струйкой по краю чаши до плотных хлопков. Добрый вечер, Инночка. Кто там? Лиза, пиши. Выключи. Да, можно печь, поняла. Можешь ее ударить. Все, мы влили сироп. Ручным возможно достигнуть пышной массы. Вот, ну единственное, это будет тяжело. С цветами работать, конечно, тяжело. На ручном миксере. Добрый вечер, Танечка, добрый вечер. Камера нам читает? Подготавливаем сразу мешки, насадки, бумажки. Я сейчас небольшое количество массы покрашу в зеленый цвет. Так, у нас готова масса. Сейчас я покажу, какая она должна быть. Мне непривычно, что массы мало. На мастер-классах мы взбиваем на 100 грамм белка, поэтому на 40 грамм как-то непривычно все это взбивать. Вот такая должна быть масса, пышная, воздушная, не тянущаяся. Немножко я ее покрашу, буквально чуть-чуть, на серединочке. Добрый вечер.
добрый вечер, кто присоединяется. Мы сделаем, я думаю, что 3 ранункулюса попробуем сделать. Я думаю, что успеем. Именно какой фирмы у вас миксер? Kenwood Patissier XL. Миксер у нас Kenwood Patissier. Вообще я стараюсь меньше использовать гелевого красителя. Я его использую только на какие-то серединки, тычинки, пестики или же листья, на листву, которую Добрый можно вечер. убрать. Что? Добрый вечер, рада, что успела. Добрый вечер. Да, мы еще пока цветочки не делаем. Я крашу массу для серединок. Я добавила болотный цвет и оливковый. Еще немножко добавлю оливкового. Остальную массу я сейчас выложу, положу в теплый мешочек. Сначала я выкладываю массу просто в мешок без насадки. Плотный мешок, я всегда работаю с плотными мешками. 80 микрон, я беру вот такие синие или зеленые. Их можно использовать, помыть, использовать дальше. Да, они не одноразовые. Которые идут прозрачные, простые, они идут для крема. Добрый вечер из Казахстана. И с вами. Добрый вечер, я очень рада. Что завис? Ничего не завис, у нас все в порядке. Перезайдите в эфир. Перезайдите, пожалуйста, у нас все в порядке. Я завязываю резиночкой. Кто-то, если пользуется зажимами, можно использовать зажимы. Инна, добрый вечер. У вас только в Инстаграм эфир? Да, у меня только в Инстаграм эфир. Мы его сохраним. Если получится, скачаем и загрузим ВКонтакте. Где покупаете мешки? Мешки я покупаю такие в крафтологии. Там огромное количество мешков. Синие, прозрачные. Можно купить и по 10 штук, и по 100 штук. Цена адекватная, поэтому... Так, пока я прячу белый зефир в теплый мешочек. А И натуральный выкладываю краситель зеленый. пробовали порошкообразно? Если использовать порошкообразные, девочки, то только в сироп. Я красителя использую мало, поэтому я не заморачиваюсь с порошкообразными. Я использую порошкообразные красители натуральные только для шоколада. Я занимаюсь не только зефиром, кто меня знает. Добрый вечер. Наша любимая учительница. Добрый вечер, добрый вечер. Я очень рада всех видеть. Я выкладываю зеленый, вот такой приятный цвет, девочки, болотный и оливковый. Получается приятный зеленый цвет, не ядовитый. Мы будем делать серединки этим цветом. В теплый мешочек убирать не будем. Тема урока у нас закреплена. Ранункулюс из зефира. Посмотрите, тема закреплена. Тамерлан сейчас нам переставит камеру ближе, чтобы было все видно. Вот так возьми, опусти, не поднимай его на всю эту. Опускай. Наоборот, опускай. Немножко мы вас потрясем. Вот. Поставим сюда, чтобы было видно. На стол. Ну-ка, посмотри, что там видно. Там. Посмотри, что видно. На другом телефоне покажи мне. Сразу покажу. Сразу покажет. Посмотрим. Ты ж на моей странице. Сейчас. Так. А я не достану, сынок. Сейчас, девочки, мы укрепим. Так, я думаю, здесь будет все видно. Все видно. Готовим гвоздики. Гвоздики я всегда рекомендую брать с резьбой, чтобы у вас
не соскальзывали пальчики, чтобы вы хорошо крутили гвоздик, используйте гвоздики с резьбой. Мы будем работать на таких основаниях, я их сделала заранее. На все цветы я всегда рекомендую делать заранее основания, они мягенькие. Сделала я их вчера на другие цветы, но мы их будем использовать для... Ничего не глючит, попробуйте перезайти. Звук есть, на эфир, да, звук есть, все есть, изображение. Все у нас есть, поэтому... У вас просто плохой, наверное, интернет. Возможно, да. Все, не будем тратить время, потому что у нас зефир. Он может застыть. Сейчас я приготовлю салфеточку влажную. Какая насадка? Насадка 127 и 128. Серединку мы сделаем насадкой 127. Или же можно использовать любую маленькую розочку, лепесток розочки. Прикрепляем наше основание, чтобы наш ранункулюс не шлепнулся. Пишет, все прекрасно видно и слышно. Все видно, все прекрасно. Смотрите, мы прикрепили. Желательно делать, конечно, на основании. Если вы хотите большие ранункулюсы, если маленькие, то можно делать без основания. Основание нет, не припудрено. Нет, основание не припудрено, я его делала вчера. Смотрите, сначала делаем такую небольшую завитушечку, то есть серединочку. Пяточка у нас внизу, пяточка это толстый кончик насадочки, тонкий кончик насадки у нас вверху. Делаем маленькую завитушечку и на ней будем отсаживать не листики, а стежочки. Что значит стежочки? Мы крутим гвоздик от себя потихонечку, вставляем вот сюда чуть выше нашей серединки насадочку, под углом наклоняем ее вовнутрь. Какая насадка, простите? Прокручиваем и вот такими стежочками мы отсаживаем первый ряд. Насадка 127. Скажите, пожалуйста, вы насадку зажимаете? Насадки я зажала для ранункулюса обязательно, обе насадки, чтобы были тонкие лепестки. Первый ряд мы сделали, второй ряд чуть выше, буквально на 1-2 мм. Такие же стежочки. Вот такая серединочка. Немножечко ее расширим к низу. И еще пару рядов мы таких сделаем. Чуть-чуть, буквально выше. Скажите, все хорошо видно? Да, все хорошо видно и слышно. Все видно, все прекрасно. Еще сделаю я один ряд. Немножечко расширю нашу серединочку. Можно ее делать от себя. Кому удобно, да, возможно делать от себя. Все, берем быстренько второе основание. И также делаем наши серединки. А то у нас зефир может застыть. Сделали основание и делаем такие же стежочки. Я думаю, все видно. Тамерлан, если в сторону буду уходить, смотри. Да, все видно. Делаем буквально несколько рядов, немножко поднимаясь выше, чтобы серединка у вас была глубже, чтобы можно было в нее посмотреть, да, заглянуть, поискать. Ранункулюс — это такой цветок, у которого очень много тоненьких лепесточков. Чем он и красив, его лучше делать тоненькими насадочками. Поэтому все насадки, которые вы используете для ранункулюсов, лучше поджать. Много я сделала зеленого зефира. Сколько у нас ранункулюсов получится, не знаю. Но попробуем сделать 4 серединочки. То есть мы отсаживаем маленькие стежочки, просто не опуская их вниз.
Острый кончик наклоняем в серединку, чтобы получилась такая юбочка. Тамерлан, помни пока нам. Насадку вытираем, чтобы у нас все было чисто. Тамерлан. Проще сохранить эфир. Мы постараемся сохранить эфир, девочки. Сделаем 4. Я не знаю, хватит нам на 4 или нет. Основание закрепляем хорошо, а то очень много бывает случаев, что зефир падает. Уже красивые цветочки. До слез потом обидно. Тамерлан, не отвлекайся, пожалуйста. Попробуем сделать 4 ранункулюса. То есть мы делаем глубокую серединочку. Больше не будем делать. Оставим уже нашу зефирную массу. Еще чуть-чуть шире хочу я расширить нашу серединку на одном ранункулюсе. Все, вот такие серединочки у нас готовые. Просто высота у нас большая. Высота большая не страшно, ее можно всегда обрезать. Но можно сделать, кстати, и зелень неплохую. Если у вас осталось много зеленого зефира, да, я обычно тоже делаю зелень. Можно поменять насадочки. Или же сделать вот такие красивые листики для букетов, да. Это очень просто. Основание можно делать заранее, оно должно стабилизироваться? Конечно, лучше сделайте заранее, потому что это, во-первых, для вашего удобства. Сделаем несколько листьев. Вообще я листву делаю заранее, всегда. На все букеты у меня всегда разная листва. Вот такие листья подойдут для пионов, для георгинов, для маков. Ну или просто для декора, да, в какой-нибудь букет. Они очень красиво смотрятся. Жалко мне массу, я не люблю выкидывать зефир. Всегда использую все до последней капли. Но мы в этот раз зеленый весь не используем, конечно, но, по крайней мере, отсадим несколько листиков. Листвы в букет я никогда не кладу много, то есть не слишком сильно зеленю свои букеты. Добрый вечер. Листики делаете на обычной бумаге? На обычной бумаге, девочки, можно на пергаменте, можно на коврике. Просто у меня нарезанные здесь лежат заранее, поэтому я использую сейчас бумажечки. Вот такую листву отсадим. Белый зефир у нас в теплом мешочке, в 2 плотных мешочках. Если вам есть кому помочь, можете дать, вам его помнут, да. То есть зефир не застывает, пока он находится в работе, да. Пока мы его мнем, он у нас не застывает. Ни в коем случае не греем зефир в духовке, потому что вы нарушаете технологию. Ваш зефир превращается в кашу. Он сверху покроется пленочкой, а середина будет кремовая. Или же он будет чересчур мягкий. Не упругий, а именно мягкий. Ну все, у нас нету больше зефира. Все-таки я все отсадила. Совсем капелька у меня осталась. Что и требовалось, да? Все, Тамерлан нам даст сейчас мешочек.
Сейчас посмотрим, как наша масса. Не должна была вроде бы застыть. Тамерлан немножечко тоже ее помял. Инна, у вас в букетах есть шишечки? Они сверху посыпаны посыпкой, и как вы их делаете? Да, есть шишечки, это просто отсажен зефир и обсыпано обычным мелким бисером. Все, девочки, зефир у нас в порядке. Смотрите, что мы теперь делаем. Немножечко здесь укрепим. Можно в мультиварке держать зефирнички? Нет, нельзя. Никаким способом греть зефир нельзя. Только естественным. Смотрите, что мы делаем. Нам теперь нужно отсадить первые листочки. Первые листочки должны быть выше. Мы их отсаживаем сверху вниз веером. Вставляем будем отсаживать от себя. Вставляем насадочку чуть-чуть ниже, чем наше основание. Ой, зацепила я наше основание немножко. Так. И делаем движение сверху и вниз, заворачивая наш лепесток. Вставляем, приподняли и опустили. Вот такие маленькие листики будем отсаживать вокруг нашей серединочки. У меня даже чересчур закрылась она. Маленькие, не нужно их делать огромные. Тамерлан, видно все? Да, все видно. Первый ряд отсаживаем. Второй ряд делаем уже, можно поднять еще, но можно уже уходить в ширину. То есть делать уже не выше, а именно чуть-чуть ниже на пару миллиметров. То есть наращивая небольшой такой шарик. А на самой малой мощности перемешивать в миксере можно? Нет, нельзя. Вы его просто перебьете, он у вас застынет. Отсаживаем второй ряд. Чуть-чуть ниже, наклоняя нашу насадку вовнутрь, тем самым делая такой пончик, шарик. Смотрите, что у нас получается. У нас получается юбочка. Пока зефирчик свежий, можем вот таким образом мы ее снять. Классика быстрее остывает, чем заварная. Да, классика застывает быстрее. Но я люблю работать на классике. Смотрите, пока поставим наш цветочек, возьмем другой. Возьмем вот это и сделаем то же самое. Укрепим немножечко высоту. Добрый вечер, рецепт будет, эфир сохраните, только присоединилась. Да, мы эфир сохраним, постараемся. Делаем точно такие же лепесточки. Вот такие небольшие веерочки, я их называю. Наклоняем насадочку вовнутрь. У меня зефиры очень быстро превращаются в кашу. Даже один мешочек не успеваю использовать на цветах. Добавьте меньше агара. Попробуйте добавить меньше агара. Вы делаете левой рукой? Нет, не левой рукой. Нет, просто девочка. так зеркалит изображение. Не левой рукой. Я правша. Кстати, работать левой рукой тоже могу. Цветы делать. Буквально в Казани у нас была девочка левша. Мы работали также с теми же цветами, теми же насадками. То есть, если захотеть, можно добиться результата. Тамерлан, подними мне салфетку. Убери свой телефон. Салфетку. Каждый раз вытираем нашу насадочку. Я всегда рекомендую делать цветочки поочередно. Не делать подряд, чтобы у вас зефир постепенно застывал. Делаем то же самое. Очень красивые букеты получаются из ранункулюсов. Кстати, из одних ранункулюсов я еще не делала. На джеме можно сделать по заварной технологии? Нет, на джеме по заварной технологии делать не нужно. Для этого можно использовать свежее пюре. Я на курсах девочкам даю видеорецепты, как делать
Зефир по заварной технологии, по классической, на джеме. Здравствуйте. Здравствуйте, кто только присоединяется. Мы делаем ранункулюс из зефира. Здесь у нас высота прям ранункулюса шикарная, потому что основания были большие у меня. Ну, это не страшно. Большие, кстати, они смотрятся очень красиво. Здесь я немножко зацепила нашу серединочку, но не страшно, мы ее сейчас спрячем. На яблочном пюре делали? Конечно, на яблочном пюре мы тоже делаем. У меня и на онлайн-курсах яблочное пюре по заварной технологии и по классической. Я люблю больше классику. Он нежней, хоть со свежего пюре, но опять же, если вы работаете с цветами, лучше делать пюре с сахаром. Проварить, а потом уже использовать как джем по той же рецептуре. Убери чашку. Которая тебе мешает. Краюшки снимаем, пока зефир свежий, чтобы у нас ранункулюс был аккуратный, а не квадратный. То же самое, кстати, девочки, можно сделать из крема. Мы на курсах сначала тренируемся на креме, потом делаем зефирные цветы. То есть, чтобы научиться делать цветок, если вы его еще не знаете, конечно, желательно делать на креме. Все, берем теперь первый и продолжаем. То же самое, еще один круг мы делаем, также наклоняя насадочку вовнутрь, чуть-чуть ниже, чем наш предыдущий ряд, буквально на пару миллиметров на миллиметр. Здравствуйте, Аминочка, рада вас видеть, к сожалению, на работе. Здравствуйте. Я, правда, не вижу, кто это. Торт и букет, Лилия. Если бы увидела, сказала бы. Всем привет, девочки, всех рада видеть. Все, один ряд сделали. Немножко добавим основания. Всегда, когда мы делаем цветы, мы добавляем основания. Из одной порции сколько цветов выходит? Девочки, смотря какие вы делаете цветы размером. Поэтому, не знаю. Сейчас посмотрим, сделаем 4, останется, сделаем еще. Все, теперь я хочу работать на себя. То есть насадку на себя, гвоздик крутим, как обычно, от себя. Немножечко разворачиваем нашу насадку острым кончиком наружу. То есть не вовнутрь уже, а чуть-чуть отклоняем. Сначала под прямым углом, потом немножечко будем его выворачивать. Начинаем отсаживать между лепесточков чуть-чуть выше, буквально пару миллиметров. Потом уже следующий ряд будем спускаться вниз. Тамерлан, я ухожу, а ты не видишь в сторону. Да нет, все видно. Берем второй, сделаем еще один рядочек, обнимая наш цветочек. И потом будем делать уже внешние лепесточки. У ранункулюса есть внутренние лепестки и внешние лепестки. Сначала мы буквально немножко делаем несколько рядов внутренних, и потом уже постепенно мы будем его распускать. Все, здесь уже тоже мы будем распускать. Начинаем в шахматном порядке. Чуть-чуть выше, буквально миллиметр. Все видно, пишет. Все видно, все прекрасно. Чуть-чуть, мне кажется, в сторону я ухожу, а Тамерлан не видит. Тамерлану все видно. И тут пишет, что видно. Берем третий. Я всегда поочередно делаю цветы. Никогда не делаю весь цветок сразу. То есть вы даете время своим цветочкам немножечко подстыть. Первым 2 рядам. Ставь, Тамерлан. Чем больше у ранункулюса, ой, язык заплетается. Чем больше у ранункулюса лепесточков, тем он красивее смотрится.
Здравствуйте, вы планируете живой МК в Новосибирске? Мы, кстати, недавно там были. Мы, кстати, недавно с Тамерланом там были. Да, мы планируем Новосибирск. Но уже в ноябре, пока у нас расписание на сентябрь-октябрь, а в ноябре мы обязательно приедем в Новосибирск. Так что, если хотите, можете написать в личку или моему организатору Юлии Пушкарь. Я везде прописываю. Вот, или же мне. Даты пока мы устанавливаем, поэтому мы еще не выставили расписание на Новосибирск. Также хотим все-таки попасть в Благовещенск. У нас отменился Благовещенск летом. Вот. Именно все отлично видно, все пишут добрый вечер, привет, тетя Нина зашла. Тетя Нина наша. Нина, привет. В Керчь приедете, говорит? Куда? Керчь. В Керчь нет. Новороссийск. Или как он там, Новороссийск, да, мы тоже планируем, но уже зимой. Новосибирск. Нет. Сколько бы ни пыталась, у меня не получается на себя. Оренбург. Оренбург, не знаю пока. Надо думать. Мы рассматриваем, девочки, города, которые больше всего запросов. Больше всего запросов. Кто заранее бронирует, то есть места бронируются заранее. После этого мы бронируем студию, да, или уже планируем, покупаем билеты, если мы едем далеко. Поэтому все делаем заранее. Поэтому я говорю, бронировать нужно места заранее, чтобы мы приехали в ваш город. А в Германии? Кстати, насчет Германии. Пока сложности с Германией, но если все наладится, в планах она у нас есть. Томск. Кто? Томск. Томск пока еще не знаю, будем смотреть. Смотрите, все, дальше мы делаем все лепесточки, расширяя наш цветок, то есть распуская его. Сколько в группе человек? В группе по-разному, девочки, от 10 до 12, но у нас было и 13 человек, справляются намного быстрее, помогают друг другу девочки. Минск. Минск, девочки, тоже у нас в планах. Мы планируем его, пока не устанавливаем даты. Почему? Потому что Минск у нас немножечко туго набирается группа. В Канаду к нам приезжайте. Да, в Канаду мы навряд ли поедем. Дорого курсы пишут. Курсы везде по-разному. Где-то 15, где-то 16 у нас стоит осень. Поэтому недорого. Но если это будет уже Новосибирск или Благовещенск или Хабаровск, там немножко цена будет дороже, потому что билеты туда, конечно, космические, особенно Хабаровск, Благовещенск. Вот смотрите, уже просматривается цветочек. Мы в шахматном порядке просто отсаживаем наши лепесточки. Я думаю, видно, да? Да, все видно. Смотрите, какой красивый получается, пышный, много листьев. Когда много листочков, тогда он смотрится, конечно, намного красивее. До конца я отсаживать прям не буду, чтобы у нас он не был очень высокий. То есть, чем больше у вас лепесточков на ранункулусе, тем он красивее. Все, один мы закончим на этом. А Калининграда нет в планах? Калининграда пока нету у нас. Пока не просили. Если пригласят в Калининград, то мы приедем. Очень красиво. Так, один у нас есть. Возьмем другой. Возьмем чуть-чуть пониже, который цветочек. И попробуем сделать его. Если у вас получился высокий цветок, не делайте его до конца, чтобы он не был огромный. Можно потом просто отрезать ножку, что мы и сделаем, да?
Я после эфира хочу собрать Низ можете показать? низ. Низ высокий, вот он, девочки. Цветочка потом покажу. Перевернем, когда камеру. У нас зефирчик подстынет. И потом я ему могу от бумажечки оторвать. То есть зефир застывает быстро, пока он... Вот только он попадает на воздух, да, только мы его отсадили, все, он уже застывает. Пока он у нас в двух плотных мешках, в теплом мешке, он у вас, как говорится, под присмотром в теплой шубе. А Волгоград есть в планах? Волгоград тоже просили, девочки, но мы сейчас смотрим, скорее всего, зимой или же весной. Тоже рассматривали Волгоград. Так что будем смотреть по обстоятельствам. Если будут желающие, мы приедем. Я пробовала делать зефир 35 раз, у меня не получается, а я в Канаде. Где? В Канаде. В Канаде. Приезжайте к нам. Приезжайте к нам в Москву. Мы вас научим делать зефир. Камила, я ушла в сторону. Теплые мешки, девочки, вы можете сшить сами. Есть такой магазин Fix Price. Там продается чехол для подушки. Вот он точно такой, как мой мешочек. Девочки многие купили, пошили себе по 2 мешочка и прекрасно работают. Посмотрите, какой пышный получается ранункулюс. Вот, я люблю, когда он вот такой пышненький, когда много у него листочков. У кого учились в флористике? Моим первым учителем была Татьяна Забалуева, чему я ей очень благодарна. Она в меня вложила, можно сказать, заложила то, чем я потом продолжила. То есть любовь к зефирным цветам, к зефирной флористике. Вот. Потом я была на курсах, я уже делала букеты из зефира. И пошла на очный мастер-класс к Карине Загоскиной. Вот, у нее была на очном мастер-классе. Ну и все, дальше я уже ни у кого не была, дальше уже развивалась потихонечку сама. Если надо выехать невозможно, без вакцины пускают. У нас есть онлайн-курсы, можете рассмотреть. Да, у нас есть онлайн-курс, девочки. Кто не может попасть на мастер-класс, на живой. У меня очень подробный онлайн-курс. Девочки из-за границы, из Германии, из Швеции, из, не помню, там, из Беларуси, еще какие-то, Украина, да, девочки все покупали онлайн-курс, кто не может посетить очный мастер-класс. Прекрасно работают, не побывав на очном мастер-классе с зефиром и с цветами. У меня есть в актуальном работы учениц. Можете посмотреть. Видеоуроки подробные, и цветов, и видеорецепты, поэтому... Так, у меня получилось 3 ранункулюса. Ну, попробуем сделать бутончик следующего. Выкинула из Инстаграма, меня прослушала. У кого вы обучались БЗК цветам? БЗК я не обучалась цветам, девочки. БЗК цветы я умела делать до курсов по зефирной флористике. БЗК я работала еще с 2012 года, поэтому цветы я умела делать из БЗК. Я вытащу уже мешочек, подтяну его. Я охотно вам найду помещение и посотрудничаю в Германии. Ой, очень рада. У нас в Германии, кстати, очень много родственников. Мы с удовольствием туда поедем. Вот, и только если все наладится, мы обязательно приедем. Вот у меня немножко осталось зефира. Я его подтяну и чуть-чуть доделаю ранункулюс один. Какой срок хранения зефира? Смотрите, я не люблю долго хранить зефир. Я всегда говорю от 5 до 10 дней. Ну, до 2 недель максимум, да, в контейнере плотно закрытом.
До зефира вы были кондитером, да, и очень много лет, лет 10. Да, девочки, я с 2012 года делаю торты, пряники, занимаюсь шоколадом, шокофлористикой тоже. То есть я делала букеты из шоколада, из молдов. Вот, также расписываю пряники. Вручную, между прочим. Вручную, да, между прочим, сын уточняет. Не печатные пряники, да, я не люблю печать, ужасно, я все рисую вручную. Поэтому и цветы из насадок, кто меня знает, я не люблю. И не учу делать тюльпаны из насадок, хотя я их делать умею. Я работала с БЗК, я украшала торты тюльпанами из насадок. Но я считаю, насадки для тюльпанов, они для БЗК, но не для зефира. А тюльпаны красивые у нас есть на курсе, и на очном, и на онлайн. Те тюльпаны, которые действительно красивые, они одинаковые, все как под копирку. Вот такой маленький получился. Смотрите, ножка у него большая. Мы ее отрежем, и получится маленький ранункулюс. Очень красивый, пышный. У нас хватило на 4 штуки. Они не слишком большие, такие средненькие. Поэтому... У вас полная порция зефира или пропорция сегодня? И сколько цветов получилось сейчас? У меня 40 грамм белка, девочки, 70 грамм джема. Джем у меня абрикосовый. Если будет у вас клубничный джем, массы выйдет больше. Это зависит от ягоды, да, от взбиваемости. Клубника взбивается хорошо, больше массы получается. Вишня взбивается, больше получается массы. А вот абрикос чуть меньше, персик взбивается больше, если вы делаете домашний пюре, да. Вот, если вы его правильно запектините и все это сделаете правильно, немного пектина, то у вас собьется масса пышнее. Слива взбивается прекрасно. Вот, поэтому вот такие у нас ранункулюсы. Получилось 4 штучки, девочки, но они хорошие. Извиняюсь. У вас курсы с обратной связью? Да, у меня курс, онлайн-курс с обратной связью. А припудриваете сахарной пудрой или не тающей пудрой? Припудриваю я обычной сахарной пудрой, но если вы боитесь влаги, можете припудривать не тающей сахарной пудрой, но еще можете сделать обычную пудру из сахара, перемолоть ее в мельничке, специальные мельнички для сахара, вам будет это дешевле, и добавить туда 1/3 кукурузного крахмала, именно кукурузного крахмала, и ваш зефир будет прекрасный и бархатистый. Не обязательно использовать не тающую пудру и декстрозу. Декстроза скрипит на зубах, страшно, я ее не люблю. Все, вот такая красота, девочки, у нас получилась. Сколько стоит онлайн-курс и как его купить? Онлайн-курс сейчас у меня стоит 10 тысяч с обратной связью. Поэтому, если хотите приобрести, можете потом написать мне в директ. Все, я думаю, понятно. Вот такие листики у нас получились, кто не видел, из остатков зеленой массы. Мы его потом можем, эти листики, вставить в наш букетик. Я после эфира добавлю еще ранункулюсов, сделаю несколько штук и соберу букетик, потом выставлю. Обязательно. Кстати, не было у меня еще с одних ранункулюсов, поэтому... Вы без яблока? Что без яблока? Наверное, из яблока. Нет, это у нас на джеме. Зефир на джеме на абрикосовом. Задайте вопросы еще раз. У меня, вышел из эфира. Задавайте вопросы, которые были последние, которые я не успел прочитать. Девочки, задавайте вопросы, если какие-то вопросы остались. Сейчас мы переставим камеру, чтобы смотреть в лицо. Вот. Тамерлан сейчас нам поможет. Тамерлан. Я сейчас подам ему. И если остались какие-то вопросы, немножко вас потрясем. Все, наклоняй. Чуть-чуть потрясем. Туда, Тамерлан. Сюда на меня. Я понял, сейчас. Так, вот смотри, вот так нормально? Чуть-чуть ниже сделай. Опусти ниже, чтобы было видно. Я сяду. Вот. И хоть посмотрю. Ниже сделай, пожалуйста. Еще. Вот. Еще. Чтоб я не стояла. Вот так.
повыше. Все. Все, миксер опусти. И чуть-чуть убавь свет на лампе, чтобы не отсвечивало. Вот такая у нас красота получилась. Почему-то нету этого. Вот прям отсвечивает на айфоне, мне не нравится. А ну-ка выключи лампу. Не, без лампы нехорошо, да? Без лампы вот так. тень. Все, пускай остается так. Смотрите, вот такой ранункулюс у нас получается. Очень сильно отсвечивает, Тамерлан. Почему? Ну, свет такой. Ужасный свет, конечно. Так, сам можно рецепт зефира? Да, можно мы рецепт, когда закончим эфир, выставим. Какая пропорция на джем с персика, агар, сколько класть? Девочки, агар вы кладете столько же. Смотрите, я сейчас покажу. Если у вас получилась вот такая ножка, да, ранункулюс очень хорошенький, маленький, его большой делать не нужно. Вы берете вот таким образом и просто срезаете ножничками. Вот таким образом. Все, и у вас получается... Это Тамерлану на съедение. У вас получается вот такой аккуратный маленький ранункулюс. Мы его обратно прилепим на нашу бумажечку, и пусть он дальше стабилизируется. Аминочка, спасибо за эфир, вы супер, Тамерлан, отдельное спасибо, Данилович. Благодарим за эфир и рецепт. Рецепт мы сейчас напишем вам. Очень хорошо выглядите, спасибо за МК. Спасибо. Ой, вам спасибо тоже. большое, девочки, спасибо огромное, кто пришел. Вот. Я думаю, все понятно, ничего сложного тут нету, да, в ранункулюсах. Как я его называю? Капуста. Красивая капуста, да, как любят все делать розы. Розы мы делаем по-другому, а все остальное это ранункулюс. Поэтому он очень красивый, делать его легко достаточно. Главное сделать много, пышную такую, пышный шарик, да, как я его называю. Инна ранункулюс бомба, Инночка, вы лучшая, спасибо большое, супер. Спасибо большое, девочки, огромное спасибо всем. У нас уже 72 минуты. Мы, наверное, сохраним эфир. Всем огромное спасибо. Очень скоро мы проведем еще эфир. Будем делать другой цветок. А пока можете написать мне под эфиром, какой вы цветок хотели бы увидеть. Добрый день. Фирая, добрый день. Очень рада всем. Все, будем сохранять, девочки. Если вопросов больше нет, кто хочет попасть на онлайн-курс, можете написать мне в личку. Кто хочет попасть на очный мастер-класс, мы выставили расписание по городам. Поэтому пишите, бронируйте место заранее, потому что места ограничены. Слишком большие группы мы брать не будем. Поэтому все делаем заранее. Гортензию мы сделаем, розу. Роза, кстати, у меня, по-моему, есть на странице в рожке. Можете посмотреть. Все, спасибо огромное всем за эфир. Очень рада всех видеть. Сиреночка, привет, привет, моя хорошая. Скоро мы будем в Питере и, возможно, увидимся. Тюльпаны, тюльпаны. Спасибо огромное. Хотелось бы гортензию. Все, значит, сделаем, девочки. Будем постепенно делать разные цветочки. Все. Всем пока-пока. Всем спокойной ночи. Маки. Вы напишите мне потом под эфиром, какие бы цветы вы хотели бы видеть. И мы будем уже постепенно делать что-то. На марафоны я не выхожу сейчас. Будем работать на наших страницах. Так что всем пока-пока. Всех была рада видеть. Тамерлан сохраняет эфир. Всем Давай, до свидания. Всем Рад до был свидания. с вами встретиться.